Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале «Вязание крючком». В этом видео я хочу поделиться с вами вязанием вот такого ажурного круга из джута. Вязала я его из головы, схемы, к сожалению, не будет. Я не представляю, как ее составить, поэтому я подробно провяжу с вами каждый ряд. Оставлю внизу в описании тайминг для того, чтобы вы с легкостью смогли перемещаться от ряда к ряду. И давайте приступим к вязанию. У меня джут трехниточный, плотность 1680 текс, и вяжу я крючком номер 5. Начинаю вязание с кольца амигуруми. И закрепляю, провязывая одну воздушную петлю и еще 2. Итого 3 воздушные петли, имитирующие столбик с одним накидом. И еще в круг мы провяжем 11 столбиков, итого будет 12 столбиков в кольцо. И 12. Обязательно проверьте, чтобы у вас получилось 12 столбиков. Вот первые, это 3 воздушные петли, имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, затягиваем уже смело кольцо. Закрываем ряд любым привычным для вас способом. Я буду закрывать вот так. Более подробно про такое соединение вы можете посмотреть видео про круг. Оставлю подсказку в правом верхнем углу. Про круг столбиками без накида в раскол. И вот мы провязали первый ряд. Второй ряд у нас состоит из столбиков с одним накидом между столбиками предыдущего ряда и воздушной петлей. И так мы провяжем 12 столбиков с одним накидом, и между столбиками у нас будет одна воздушная петля. Начинаю ряд вот таким образом, делаю накид и прохожу в пространство между столбиками предыдущего ряда, провязываю 2 петли на крючке и еще одну. Так я сымитировала первый столбик. Дальше делаю воздушную и прохожу в пространство между следующей парой столбиков, провязываю столбик без накида, воздушную, и так до конца ряда. И в конце провязываю столбик, делаю воздушную и закрываю ряд. Закончили вязание второго ряда. У нас 12 столбиков с одним накидом и 12 воздушных петель. Третий ряд у нас состоит из пышных столбиков. Мы под арку из одной воздушной петли предыдущего ряда провязываем пышный столбик через 3 накида, затем делаем воздушную петлю и провязываем следующий пышный столбик в эту же точку. Дальше закрепляем вот последний пышный столбик. Тут у нас как бы образуется воздушная петля, грубо говоря, и дальше мы переходим к следующему элементу, состоящему из 2 пышных столбиков. И давайте приступим. Делаю накид и прохожу в пространство между столбиками. 1, 2, 3. Закрепила, провязав все петли на крючке. Делаю закрепительный столбик и провязываю одну воздушную. Дальше сюда же следующий пышный столбик. 2, 3. Провязываю все петли на крючке и закрепляю. Перехожу к следующей паре. 1, 2, 3. Все петли на крючке провязываю вместе, закрепляю, делаю одну воздушную и сюда же провязываю второй пышный столбик. Все петли на крючке вместе, закрепила и перехожу к следующей паре. Так вяжем до конца ряда.
И провязываю последний пышный столбик. Закрепляю и закрываю ряд. Провязали третий ряд, у нас получилось 12 пар из пышных столбиков. Четвертый ряд мы будем провязывать 4 столбика без накида вот сюда, в пространство между вот этой парой, да, вот там, где у нас была одна воздушная петля. То есть вот мы закрепили столбик и затем сделали одну воздушную, в эту же точку провязали столбик. И вот сюда мы будем провязывать 4 столбика без накида. И так вот в каждую арку. Так, вот первая пара. Провязываю сюда 4 столбика. Раз, два, три, 4. Перехожу к следующей паре, провязываю сюда 4. Следующая пара. Следующая. И так до конца ряда. Провязываю последний столбик и закрываю ряд. Провязали четвертый ряд. Пятый ряд у нас состоит из полустолбика с одним накидом, столбика с накидом, столбика с накидом, 2 воздушные и повторяем столбик с накидом, полустолбик и дальше делаем соединительные петли. Работать мы будем вот наши 4 столбика без накида предыдущего ряда, то есть вот первый, вот второй, во второй и в третий мы будем провязывать вот сюда. Сначала провяжем полустолбик, столбик с накидом, 2 воздушные и переходим к третьей петле и сюда повторяем столбик с накидом, полустолбик, и вот через эти 2 следующие петли мы пройдем соединительными столбиками и подходим к второму и третьему столбику предыдущего ряда и сюда повторим вот такой листик. Это получается как листик. И давайте начнем. Вот находим второй столбик, вторую верхнюю горизонтальную. Сюда провязываем полустолбик. Вот так. Дальше накид. Сюда же провязываем столбик с накидом. Накид. И сюда еще один столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. И в следующую, третью петлю предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, и полустолбик с накидом. Дальше следующие 2 делаем соединительные столбики и подходим к следующей вот четверке. Во вторую петлю провязываем полустолбик с накидом, столбик с накидом, еще один столбик с накидом сюда же, 2 воздушные и в следующую, в третью петлю то же самое провязываем, столбик с накидом, полустолбик. Следующие 2 соединительные столбики. И так чередуем до конца ряда. И подхожу к концу ряда, остается провязать последние столбики. И вот в оставшиеся 2 петли делаем соединительные столбики и закрываем ряд. Находим вот вершинка второго столбика. У первого столбика у нас никогда нету верхней горизонтальной. Вот от второго столбика в эту горизонтальную я буду присоединять ряд. Провязали 5-й ряд. В 6-м ряду мы с вами немножко выровняем, да, вот это вот наш круг. Сейчас он у нас с такими лепесточками, а сейчас мы в этом ряду
сравняем, сделаем круг более ровным. И для этого мы будем провязывать вот сюда вершинку лепесточка под 2 воздушные 5 столбиков без накида, а затем будем доставать петли из пространства между столбиками и объединять их вот в такой столбик интересный. И давайте приступим. И начинаю с 5 столбиков в вершину лепесточка. Раз, два, 3, 4, 5. И дальше прохожу между столбиками, достаю такие длинные петли, вытягиваю. 2, вот сюда 3, вот сюда 4, 5, 6 и 7. Провязываю все, что у меня на крючке, так подтягиваю и закрепляю. Перехожу в следующую вершину лепесточка, провязываю 5 столбиков. 3, 4, 5. И дальше объединяю все петли в одну. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязываю все вместе, закрепляю и в следующую вершину 5 столбиков без накида. Все, и так вяжем до конца ряда. И подхожу к концу ряда, остается объединить вот крайние стеночки лепесточков двух. Мы объединяем, закрепляем и присоединяем. Вот первая верхняя горизонтальная. Провязали 6-й ряд. 7-й ряд у нас состоит из комбинаций вот в серединку 5 столбиков, да, вот в 3-й столбик, вот сюда верхнюю горизонтальную, мы будем провязывать 3 пышных столбика через 2 накида. Между этими столбиками у нас будет просто закрепительная петля, которая как бы выступает воздушной, но мы ее не будем считать за воздушной, потому что это будет такая закрепка столбика. Затем мы делаем 2 воздушные петли, и дальше мы будем провязывать столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом с общей вершиной из 3 точек. Вот центр этого столбика из 7 петель, который состоит, и мы вот сюда будем провязывать, вот сюда и вот сюда, то есть вот в эти вот 3 петли. И давайте приступим. Начнем с пышных столбиков. Вот находим 1, 2, 3, вот 3-я верхняя горизонтальная, делаем накид, заводим крючок, делаем 1, 2, закрепили, сюда же 1, 2, закрепили и еще 1 раз. Так, и закрепили последний пышный столбик, и здесь делаем еще одну воздушную петлю, будем считать это за 2 воздушные петли, и дальше проходим и пропускаем 1 столбик, и дальше провязываем элемент из 3 столбиков с одной вершиной, пропускаем 1 верхнюю горизонтальную в следующую, то есть в последнюю из вот этой пятерки, провязываем неполный столбик с одним накидом, делаем 2 накида в центр вот этого столбика из 7 петель,
мы провязываем неполный столбик с 2 накидами, делаем накид и вот сюда последнюю или первую верхнюю горизонтальную следующей пятерки провязываем неполный столбик с накидом и затем все петли на крючке провязываем вместе, закрываем их одной вершиной. Дальше здесь делаем 2 воздушные петли и переходим к формированию элемента из 3 пышных столбиков в одну точку. Пропускаем одну верхнюю горизонтальную и в следующую вот в центр пятерки провязываем 1, 2, закрепляем, провязывая все петли на крючке вместе, делаем воздушную закрепительную и сюда еще 2 таких столбика. Закрепили и последний. Закрепили и как бы сделали воздушную петлю и еще делаем одну воздушную петлю. Итого получилось, ну, как бы 2 воздушные петли, мы это будем считать, да, расстояние между вот этими элементами. И пропускаем одну верхнюю горизонтальную, следующую провязываем неполный столбик с 1 накидом, 2 накида в центр вот сюда, неполный столбик с 2 накидами. И в следующую верхнюю горизонтальную неполный столбик с 1 накидом и закрываем одной вершиной все вместе. Делаем 2 воздушные, пропускаем одну верхнюю горизонтальную, следующую провязываем пышные столбики. Делаю в конце 2 воздушные петли, расстояние между элементами, и соединяем. Закончили вязание 7-го ряда. Вот такая красота уже получается, и остается провязать последний ряд. Это будут просто столбики без накида, которые сделают круг такой более ровный. Он все равно останется таким рыхлым, да, то есть края не такие прям идеально ровные. Можете добавить еще пару столбиков. Ну, вот, допустим, вот здесь я провязываю столбик, делаю воздушную, потом столбик. Можно, допустим, сюда провязать 2 столбика и сюда провязать 2 столбика. Либо же вот сюда провязать 4 столбика. То есть, ну, смотрите, если, смотря, все зависит от того, какое вы изделие будете вязать. Я буду вязать сумку, и вообще мне абсолютно не важно, какой у меня здесь край, у меня это все равно все закроется. Если у вас какая-то салфетка, то вы можете вообще обработать край каким-нибудь таким ажуром, да, либо же, как я говорила, добавить пару столбиков, чтобы такой более ровный он был. И давайте провяжем последний ряд. Вот в пространство между пышными столбиками вяжу 1 столбик без накида, дальше делаю воздушную, и вот сюда между следующими столбиками столбик без накида. Дальше вот сюда 3 столбика, в следующую арку 3 столбика, и пышные столбики, столбик, воздушная, столбик, снова 3 столбика, столбика, столбик, воздушная и столбик. Все, и так провязываем до конца ряда. И вот такой красивый ажурный круг у нас получился. Осталось сейчас только его отпарить, для того, чтобы все ровненько улеглось. А вот мой первый круг, который я связала, он уже отпаренный. Он такой более плоско уже лежит, но все равно вот эта объемность за счет пышных всех вот этих вот столбиков она сохранилась, и мне очень нравится. Мне даже нравится больше, когда он не отпаренный, потому что здесь такой прям объем, фактура, очень круто смотрится. И вот обязательно отпарьте, конечно, чтобы поровнее все было. Вот,
На этом все. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Вяжите такие круги, это могут быть салфетки, это может быть сумка. Всем большое спасибо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, комментарии и подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока!